Все началось, когда группа опытных спелеологов отправилась исследовать старую, давно заброшенную шахту в северной части Западной Вирджинии. Снаружи ничего не выдавало того, что произошло внутри. Вход полузасыпан, ржавая табличка с предупреждением о смертельной опасности еле держится на одной петле, а заросли ежевики полностью скрывают старую рельсовую линию. Тем не менее, исследователи были уверены, под землей скрывается нечто необычное. Именно поэтому они пригласили с собой съемочную группу, надеясь запечатлеть каждый шаг. Первые несколько десятков ярдов шахта, казалось, не отличалась от других подобных мест. Тоннели покрыты толстым слоем пыли, рельсы давно проржавели, а деревянные балки крепи кое-где просели под собственным весом. Рыхлый воздух пах углем, минеральной водой и чем-то затхлым. Исследователи двигались вперед, освещая себе путь мощными фонарями. Каждый шаг эхом отдавался в стенах и возвращал глухой ответ из темноты. Глубже становилось все сложнее дышать. Спуск затянулся на долгие минуты. Когда команда оказалась у разрушенного грузового лифта, все ненадолго замерли. Стальная клетка наполовину провалилась в шахту, а рядом на полу лежала стопка рваных рабочих курток и пара старых касок. В этот момент один из участников заметил на стене странные отметины. Похоже, кто-то царапал по камню острым куском металла. Следы уходили глубоко в боковой туннель, в обход заваленной центральной галереи. Никто из группы не смог толком объяснить, как так получилось, что эти отметины были свежими. По крайней мере, не такими старыми, как общий слой ржавчины и пыли. Дальнейшие шаги в этом туннеле стали настоящим испытанием. Под ногами хрустели камни, и воздух становился все тяжелее. Фонари выхватывали из темноты тельные остатки забытых инструментов, треснувшую лампу и куски древесины с клеймами шахты. И тут один из исследователей резко подал сигнал. В нескольких ярдах впереди он заметил нечто, что сразу выбило команду из привычного ритма. В нише, почти полностью засыпанной обвалившейся породой, обнаружился человек. Его положение выглядело так, будто он только что присел отдохнуть. Спина оперта о стену, каска чуть сдвинута на затылок, рабочая одежда почти не тронута временем. Тело выглядело абсолютно свежим. Даже кожу на лице не тронула ни одна морщина, а волосы были аккуратно подстрижены, как будто недавно выходил из дома. В первые секунды никто не решился подойти ближе. Простая логика подсказывала – это невозможно. Ни один человек не может выглядеть так после десятилетий под землей. Атмосфера вокруг сразу изменилась. Гул голосов стих, но где-то наверху слышались звуки падающей воды и легкий гул ветра. Самое странное, что на полу у ног человека не было ни одного следа гниения или мусора, будто место вокруг него тщательно убирали. Свет от фонаря скользнул по эмалированной кружке рядом с рукой, в которой все еще оставались следы кофе, и по маленькому карманному календарю, лежавшему в кармане куртки. Вокруг этой находки сразу начало происходить нечто пугающее. Радиосигнал пропал, кислородный датчик начал мигать красным, а температура воздуха в тоннеле упала почти на 20 градусов по Фаренгейту за пару минут. Исследователи поспешили зафиксировать происходящее на камеру, делая снимки и записывая видео. Никто еще не подозревал, чья именно это была фигура и почему спустя долгие годы она осталась нетронутой временем. Все, что могли сделать спелеологи, продолжить осмотр, ведь ответы могли скрываться где-то совсем рядом. Пока исследователи старательно осматривали место находки, кто-то из них вспомнил. Примерно 50 лет назад в этих шахтах пропал горняк по имени Гарольд Беннет. Архивные записи местной компании называли его обычным подземным рабочим. Мужчина 30 с небольшим лет, светловолосый, крепкого телосложения, отличный специалист по бурению и взрывным работам. Однажды он не вышел из смены. Коллеги разыскивали его несколько дней, но после обрушения потолка в одном из тоннелей поиски свернули. В официальном отчете написали: погиб под завалом, тело не найдено, вероятно, раздавлено камнями. После той трагедии шахту закрыли, и местные быстро позабыли эту историю. Но никто, конечно, не ожидал снова столкнуться с именем Гарольда спустя полвека. И уж тем более таким образом. Члены группы быстро сверили заметки и устаревшие схемы проходок. В архивных документах, которые приносили с собой для ориентира, четко указывалось: сектор, где нашли загадочного мужчину, считался полностью изолированным после аварии. Там не ступала нога человека как минимум 40 с лишним лет. По крайней мере, согласно бумагам, все трактирующие пути и вентиляционные отверстия были завалены грунтом. Но свежие следы на стенах и почти идеальное состояние находки заставляли сомневаться в записях. Подробное обследование ближайших тоннелей показало: ни один из спусков, ведущих к нише, не отмечался на старых планах. Тем не менее, кто-то проложил здесь временные опоры из недавно распиленного дерева и даже натянул тонкую стальную проволоку, явно для страховки при движении по узким обвальным участкам. Все указывало на то, что кто-то, возможно, бывал здесь сравнительно недавно или старался обустроить безопасный проход загодя. Но ни один из местных не вспоминал, чтобы кто-то действительно спускался сюда в последние годы. Один из участников группы, Том Стивенсон, бывший шахтер, с тревогой рассматривал рабочую одежду найденного. На рукаве четко читались инициалы Гарольда Беннета, вышитые нитками выцветшего голубого цвета.
На груди болтался старый металлический жетон, который когда-то выдавали первому составу подземной бригады. Адрес штаба компании на нем все еще можно было разобрать. Город Чарльстон, Западная Вирджиния. Это совпадение уже было слишком точным, чтобы быть случайным. Тем временем остальные члены команды с помощью лопат попытались разгрести обвалившиеся куски породы вокруг ниши. Под несколькими слоями мелких камней оказались следы старой обуви, а в стороне на полу кто-то выкладывал из угольных обломков короткие полоски, словно пытаясь передать какое-то сообщение. Камеры фиксировали каждую деталь. Съемочная группа по рации пыталась вызвать остальных, кто остался снаружи, но сигнал все равно исчезал, как будто толстая порода блокировала не только радиоволны, но и любые попытки получить помощь. Пока исследователи обсуждали свои дальнейшие действия, несколько человек заметили еще одну странность. На рабочем календаре в кармане загадочного мужчины последняя отмеченная дата – апрель 15 числа 1974. Простым карандашом была зачеркнута половина месяца, а числа после 15-го не отмечались вообще. Карманные часы, если верить циферблату, остановились в 15 минут первого. Почему именно это время оказалось для Гарольда Беннета последним, никто не мог понять. Среди инструментов мужчины оказались лом, фонарь с остатками керосина, пара гвоздей и потускневший медный жетон. Все предметы, кроме фонаря, выглядели так, как будто их только что достали из нового ящика. Кожа перчаток не растрескалась, а на завязках куртки виднелась тонкая металлическая пряжка. Любой другой объект, пролежавший бы здесь хоть несколько месяцев, давно покрылся бы ржавчиной и плесенью, но это явно не относилось к находке. В этот момент Том осторожно вытащил из бокового кармана маленькую записную книжку. На первых страницах несколько записей о спуске под землю, перечень задач на день, но дальше шли рваные строки, написанные неровным почерком. Тоннель перекрыт. Нет выхода. Надеюсь, меня найдут. На последней странице только слово «жду» и дата, совпадающая с тем самым апрелем 74-го. Исследователи молча смотрели друг на друга, понимая, что загадка исчезновения Гарольда Беннета стала еще более запутанной. Как человек мог просто исчезнуть и спустя полвека остаться в таком состоянии? Ответы могли скрываться в следах, оставшихся вокруг этой необычной находки, и команда решила осмотреть территорию еще внимательней, надеясь найти хоть какой-то намек на способную объяснить произошедшее деталь. Первые минуты после обнаружения человека прошли в напряженной тишине. Освещая пространство вокруг, исследователи заметили детали, которые не вязались с представлением о заброшенной шахте. На боковой стене, рядом с нишей, где сидел неподвижный рабочий, ярко выделялись свежие царапины. Металлический лом был воткнут в трещину, словно его оставили здесь совсем недавно. Ни намека на ржавчину, только едва заметная пыль на рукоятке. Том Стивенсон осторожно поднял старую каску, лежавшую неподалеку. Внутри оказалась сложенная вчетверо бумажка, на которой аккуратным почерком было выведено короткое сообщение. Спуск невозможен. Запасов на 3 дня. Каждый из участников группы понимал, что обычная бумага превратилась бы в труху за десятилетия под землей, но здесь она выглядела почти новой. Осматривая пол, Кэрол, самый молодой член команды, обратила внимание на странные разводы возле ботинок мужчины. Следы, как будто кто-то только что прошелся по камням, оставив мелкие дорожки угольной пыли. Возле стены на камнях темнели мокрые пятна. Прикоснувшись к ним рукой, девушка почувствовала влагу. Эта вода точно не могла просочиться из верхних слоев. Слишком глубоко. В таких местах обычно сохраняется сухость десятилетиями. Рядом с найденным рабочим стояла эмалированная кружка с остатками кофе. Поверхность напитка покрывалась легкой пенкой, а тонкий пар все еще поднимался вверх, будто напиток только недавно остыл. Том потрогал металл кружки. Тепло ощущалось сквозь перчатки. Здесь же лежала пара сигарет, одна из которых едва начала тлеть. На фильтре отпечатался свежий след губ, и даже бумага не пожелтела. Инструменты. Лом, небольшой молоток, пачка длинных гвоздей в обертке. Все осталось идеально целым, никаких следов времени и сырости. Дальше в проходе Кэрол с удивлением заметила тонкую проволоку, натянутую между двумя крепями. Она напоминала страховочный трос, каким иногда пользуются современные диггеры. Проволока была в натяг, а на одном из концов болтался карабин с надписью неизвестной марки. Слишком современно для шахты, которая не работала с начала 70-х. В паре футов от ниши находилась кучка угольных осколков, выложенных вперемешку с кусочками мела. Формой они напоминали заметки или знаки, которыми иногда шахтеры помечали опасные участки. Только эти знаки были непривычно четкими, будто кто-то старательно выводил их недавно. Один символ напоминал латинскую букву «С». Рядом были линии, похожие на стрелки, явно указывающие в сторону бокового тупика. Осматривая этот тупик, Том обнаружил на стене крошечный выскобленный квадрат, в котором углем выведено «Здесь был Гарольд». Рядом свежая царапина, словно ее только что нанесли острым предметом. Одна из стен была покрыта пылью, но на уровне пояса оставались чистые полосы.
Следы от перчаток, будто человек прикасался к ней недавно. Команда продолжала находить странные детали. В углу шахты под слоем угольной пыли лежала коробка с сухим пайком, запечатанная как новая, а внутри хрустели крекеры, сухофрукты и плитки шоколада, не утратившие запаха. На одной из наклеек стояла дата фасовки – март 74-го. Неподалеку обнаружили флягу с водой, жидкость в которой была прозрачной и холодной, без следов застарелого запаха железа, как у воды, простоявшей годы в металле. Почва у самой ниши выглядела рыхлой, как после недавнего вмешательства. Том взял пробу на анализ. Губка почвы быстро впитала воду, словно грунт не был пересушен временем. Кусок ровно обрезанной доски, означавший, что кто-то недавно побывал здесь с инструментом, лежал почти поверх угля. На подпорке была нацарапана дата – апрель 14 числа. Один из исследователей заметил на потолке шахты свежую сажу, словно совсем недавно здесь горела лампа или факел. Рядом валялись треснувшие спички, а одна из них, погасшая, источала слабый запах серы. В нише с левой стороны, где обычно скапливаются камни и грязь, оказался аккуратно сложенный платок, еще влажный на ощупь, как будто его только что выжили после умывания. Пока команда исследовала каждый сантиметр вокруг, они периодически ощущали легкие порывы прохладного воздуха, будто где-то рядом было открытое вентиляционное отверстие. Однако никакого очевидного источника сквозняка не нашли. Одна из девушек, пытавшихся поймать сигнал на рации, вдруг услышала слабые помехи. Не голос, но низкий гул, будто кто-то или что-то передает сообщение с другого конца коридора. Вся обстановка казалась неестественно живой для заброшенной шахты полувековой давности. Следы вокруг мужчины, сохранность его вещей, даже легкая дымка от тлеющей сигареты. Все это выглядело так, словно человек находился здесь не годами, а всего несколько минут назад. Исследователям оставалось только продолжать обследование и фиксировать каждую деталь. В этот момент никто не мог предсказать, какие еще сюрпризы преподнесут глубины шахты, ведь ответы на все вопросы могли быть совсем рядом, стоило только сделать еще один шаг вперед. Но даже при всем этом список странностей дополняли новые детали, которые команда фиксировала без остановки. Том аккуратно исследовал одежду найденного мужчины. Ткань на ощупь была плотной, не выцвела, а швы не расползлись, как это обычно бывает с вещами, пролежавшими в сырости долгое время. На внутренней стороне воротника небольшой ярлычок с четкой надписью фабрики, адрес все тот же, что значился на жетоне. Карманы были целые, внутри обнаружилась пачка сигар с датой производства, конец марта 74-го, на фильтре верхней сигареты следы только что оставленной помады. Запах табака ощущался вполне ярко, будто пачку открыли совсем недавно. В руке у мужчины, если приглядеться, был зажат тонкий металлический гвоздь, свежий, блестящий, без коррозии. Его ладонь выглядела чистой, без следов почвы, ногти аккуратно подстрижены, на пальцах нет ни трещин, ни порезов. На запястье часы с кожаным ремешком. Стрелка остановилась, но сам ремешок выглядел как новый, без пятен, с ровной строчкой и блестящей пряжкой. На циферблате маленькая царапина, видимо, от удара, но стекло целое. Карманная книжка с заметками, которую уже осматривали, выглядела аккуратно. Все страницы чистые, бумага хрустела, когда Том осторожно переворачивал листы в перчатках. Страницы не пожелтели, чернила не расплылись. Даже острая графитовая линия карандаша до сих пор оставалась четкой и не потеряла цвет. На последнем листе заметная засечка ногтем и изгиб, как будто совсем недавно человека что-то резко отвлекло от записи. Заметные детали находились и на самом лице мужчины. Кожа была светлой, без следов загара. Щетина на подбородке едва различима, словно побрился за день до этого. Глаза были прикрыты, ресницы не обсыпались, на шее тонкая цепочка, скорее всего, личная вещь, без ржавчины и потемнения. Поразительно, но на кончике бороды задержалась пылинка, которая слетела, когда Том попытался рассмотреть ее ближе. Создавалось ощущение, будто перед ними не пропавший 50 лет назад шахтер, а мужчина, который только что заснул на минуту. Каждый предмет в районе находки говорил об одном, времени для этих вещей будто бы не прошло совсем. Кружка теплая, крекеры хрустящие, сигареты свежие, инструменты без налета. Рядом с рабочим на полу лежала свежая газета. Заголовок четко отпечатан чернилами, дата совпадает с последними записями в блокноте. Страницы не потрескались. Кое-где на газетной бумаге сохранились мелкие крошки от еды и похожие на жирные пятна, словно только что завтракал человек. Все указывало на невероятность происходящего. В воздухе остро чувствовался запах кофе и слабая горечь табака, а еще чего-то минерального, напоминавшего свежий уголь. Внизу под курткой у бедра Кэрол нашла небольшой мешок с инструментами. Открыв его, она увидела внутри сверло и молоток. Все блестят, как только что из мастерской, резина ручек не потрескалась, нет и намека на плесень. В дальнем углу ниши, под лопатой, оказался кусок угольной породы с нацарапанным именем Гарольд. Царапина была ровная, шероховатая, а вокруг мелкие пылинки, которых не бывает на старых надписях, стертых временем. В плотно застегнутом кармане куртки Кэрол нашла пакетик с марлевыми повязками и небольшой стеклянный пузырек из аптеки.
Внутри жидкость, пахнущая спиртом, пузырек был полностью герметичен, крышка легко откручивалась. Все содержимое выглядело так, будто его только доставили из аптеки. Тем временем один из членов группы, держа прибор для измерения радиационного фона, заметил слабое отклонение стрелки именно возле мужчины. Но остальные приборы этот факт не подтвердили. Том прошел со светом фонаря по полу вокруг. Ни жучков, ни пауков, ни другой живности, как ни странно, не было, будто в этой части шахты жизнь остановилась. Лишь пара свежих следов, словно кто-то недавно прошел мимо, поскользнувшись на мелком угле. Следующая находка затмила все предыдущее. На внутренней стороне левой перчатки мужчины оказалась выбита дата – апрель 15 числа, год 74-го, совпадающая с последней записью в календаре. Из всех предметов, найденных вокруг и на теле человека, не было ни одной вещи, которая визуально поддалась бы времени. Пока исследователи перебирали находки и вот и фиксировали каждую деталь, незаметно для себя они стали прислушиваться к любым необычным звукам вокруг. Вдруг на мгновение послышался слабый стук, словно в соседнем тоннеле кто-то уронил металл. Это вывело команду из ступора. Если в шахте кроме них кто-то есть, нужно срочно проверить ближайшие проходы и найти объяснение происходящему. Очевидно, загадка состояния найденного полностью меняла ход исследования, и теперь команде предстояло не только разобраться, как такое возможно, но и выяснить, кто или что еще могло оставить такие необычные следы в недрах шахты. Первые мгновения после того, как в шахте обнаружили Гарольда Беннета, стали для исследователей настоящим испытанием на выдержку. Том Стивенсон первым подошел ближе всех, держа включенный фонарь перед собой. Луч света выхватил детали, которые в обычной ситуации никто бы не пропустил. Зрачки мужчины, прикрытые веками, не реагировали на свет, а кожа на щеках выглядела мягкой, будто только что умывался. Остальные участники группы, сменяя друг друга, молча снимали находку на камеры, никто не решался заговорить, чтобы не спугнуть эту хрупкую реальность. Кэрол аккуратно коснулась рукой его плеча. Кожа была прохладной, но не ледяной, тело не выглядело закоченевшим. Она проверила пульс на запястье. Ничего. Но рука Гарольда была мягкой, не выдавала ни малейшего намека на трупное окоченение или разложение. К внутренней стороне ладони прилипла полоска бумаги, клочок от отрывного календаря, на котором стояла та самая дата – 15 апреля 74-го. Тут же Том протянул детектор дыхания. Прибор ожидаемо показывал 0, но странно было то, что воздух рядом с мужчиной казался чуть теплее и плотнее по сравнению с окружающим шахтным пространством. Один из исследователей, Дэвид, сразу начал фотографировать каждую деталь. Он заметил, что обувь мужчины едва запылена, на подошве застряли зерна свежего угля и крошки с явно свежим блеском. Джинсы и рубашка до сих пор пахли фабричным апретом, а пуговицы легко расстегивались, даже не скрипя от ржавчины. Когда Том осторожно повернул голову рабочего, волосы на затылке чуть взъерошились, будто их только что уложили. Из рюкзака достали ультрафиолетовый фонарь, чтобы обнаружить возможные биологические следы или пятна крови. Под светом оказалось, на левой щеке мужчины осталось крохотное пятно кофе, а на воротнике пятнышко от помады. Дэвид кивнул Кэрол, чтобы она зафиксировала эти детали на видео. Рядом лежала кружка, остатки кофе внутри все еще были теплыми, и по поверхности плавала тонкая радужная пленка, как на свежем напитке. Пока команда осматривала тело, исследователи продолжали находить новые детали. В карманах рабочей куртки оказались спички в новом коробке, одна из которых была обломана и пахла серой. В другой руке пара записок, одна из которых содержала адрес дома Гарольда в городе Чарльстон, а другая — список покупок, написанный чернилами, которые не расплылись и не выцвели за полвека. Кэрол аккуратно сложила все найденное в пакет для улик и каждый предмет подписала. Том вскрыл карманную книжку и внимательно посмотрел на последние записи. Они были написаны торопливо, рукой держащейся за самообладание. Провалился. Нет выхода. Час ожидания, потом попробую пробиться к другому туннелю, сигналов нет. Дальше следы карандаша были сильно вдавлены в бумагу, словно человек спешил закончить запись и был потрясен. Следующая страница оказалась пустой. В этот момент один из исследователей, Марк, заметил, что в шахте стало заметно холоднее. Дыхание буквально превращалось в облачка пара. Прибор для измерения температуры показал снижение почти на 20 градусов по Фаренгейту за несколько минут. Радиостанция Кэрол вдруг снова поймала какие-то искаженные сигналы, короткие помехи, треск, обрывки слов, похожие на чей-то голос, но различить ничего не удалось. Дэвид тем временем зафиксировал, что на внутренней стороне куртки рядом с планкой для пуговиц нашита бирка с датой выпуска – март 74-го. Надпись на ней не выцвела, ткань не крошилась в руках, а строчка казалась свежей.
Внизу под курткой лежал моток бечевки и небольшой набор инструментов. Плоскогубцы, нож, кусачки, все они были абсолютно новыми, ручки не потеряли цвета, металл блестел. Следующий шаг будет попробовать оттащить тело из ниши. 2 члена команды взялись за плечи и поднимали Гарольда с осторожностью, боясь повредить останки. Но, к их удивлению, мужчина оказался не тяжелее обычного взрослого человека такого телосложения, а на туловище не было ни ожогов, ни синяков, ни следов травм, будто он просто уснул там, где его нашли. Только на кисти левой руки виднелся красный след от ремешка часов, словно недавно снял их и тут же надел обратно. Когда вынесли тело из ниши, на стене под ним обнаружили свежие отпечатки пальцев, которые въелись в пыль, четкая дуга, похожая на след от ладони, и рядом крошечные царапины, выведенные ногтем, повторяющие первую букву имени Гарольд. Все это команда зафиксировала на фотоаппарат, перенеся потом в журнал находок. Анализы воздуха возле тела показали чуть повышенный уровень углекислого газа, но никаких опасных испарений или ядов. Оставленный термометр в нише медленно возвращал комнатную температуру, но ранее зафиксированное резкое понижение не давало покоя исследователям. Том, наблюдая за происходящим, попробовал положить ладонь на грудь мужчине. Одежда оставалась мягкой и не промокшей, будто только что из шкафа. Кэрол наклонилась и прошептала: «Это невозможно». Ее слова эхом разнеслись по шахте, усилив напряжение среди всей команды. Один за другим исследователи вышли в главную анфиладу тоннеля, оглядываясь на каждый звук. Никто не мог объяснить, что только что увидел. Все предметы, одежда, даже сам воздух вокруг Гарольда Беннета. Ничто не поддавалось объяснению времени, словно шахта скрывала в себе не только тайну исчезновения, но и нечто куда более странное. Но на этом странности не закончились. В глубине шахты оставались неразгаданные знаки, свежие следы и странные сигналы. Пока команда тщательно фиксировала каждую деталь в журнале находок, Том решил проверить вентиляционные шахты по старой карте, надеясь найти ответ, как воздух мог быть таким свежим у тела Гарольда. Он протянул ленту измерителя вдоль стены и с удивлением заметил: сквозняк едва ощутим, но присутствует. Простучав по роду, Том услышал слабый отголосок. Где-то за стеной мог быть незакрытый проход. Кэрол и Дэвид переглянулись. Это открывало возможность, что сюда кто-то проникал намного позже официального закрытия шахты. Дэвид поднял радиостанцию и начал медленно двигаться вверх по тоннелю. На определенном участке приемник коротко дернулся, выдав серию писков. Спустя несколько минут поиска команда нащупала под слоем угольной пыли тонкое железное кольцо. Крышку, ведущую вниз по узкому тоннелю. Сбросив поверхностный слой камней, исследователи осторожно приподняли люк и обнаружили небольшую шахту-отстойник, куда спускалась современная аварийная стремянка, явно не соответствующая стандарту 70-х. На ступенях не было ржавчины, резиновые накладки свежие, без затвердевшей грязи и трещин. Дэвид достал фонарь и осветил проход. На полу виднелись 2 пары следов от ботинок, четкие отпечатки подошвы с фирменным логотипом, который начал выпускаться только с 90-х. Том сделал фотографии и аккуратно накрыл отверстие обратно. В это время Кэрол, присев рядом с вещами Гарольда, заметила на куске угля необычный отпечаток. Целый фрагмент отпечатка пальца, без потертости и смазанности, как будто кто-то оставил его всего пару минут назад. Она положила находку в отдельный пакет. Образец требовал срочного анализа. В кармане куртки обнаружился федеральный жетон, на оборотной стороне аккуратно нацарапанная надпись: «Держись, Гарольд. Увидимся на поверхности». Почерк не совпадал с тем, что был в записной книжке. Это означало, что у горняка был напарник, чье присутствие ранее никто не фиксировал. Дальнейший обход тоннелей показал еще больше аномалий. В одной из боковых галерей на свежей доске был снова виден символ, похожий на латинскую букву «С», только рядом теперь была другая отметка. Стрелка, указывающая прямиком на узкую трещину в стене. За трещиной скрывался короткий проход, ведущий в тупик. Внутри были свежие следы от инструментов и кучка выковыренного угля, еще не успевшего остыть. Ладонь Кэрол ощущала теплый налет на камнях. Оказавшись вновь у места находки, команда вдруг услышала слаборазличимый шорох в дальнем тоннеле, будто кто-то передвигался по гравию. Том показал жест: «Все молчать». Лучи фонарей метнулись в темноту, но никого не было видно. В этот момент по потолку шахты прокатилась легкая вибрация, вызвавшая осыпание пыли и мелких камней. Все напряглись. Сигнал с детектора движения, который оставили у входа, подал короткий звуковой импульс, подтверждая присутствие нежданного посетителя. Команда решила тут же углубиться в проверку архива шахты. Том достал старые бумаги, чтобы сравнить подписанные смены за апрель 74-го. Там значились 2 имени из одной бригады — Гарольд Беннет и Лоуренс Тайлер. В материалах Лоуренс считался официально выбывшим задолго до аварии, но на жетоне из кармана Гарольда были выбиты инициалы LT. Это вызывало новые вопросы, неужели его напарник был здесь вместе с ним в последний день, а затем исчез?
Тем временем анализ оставленных следов сигареты и свежей газеты, найденной рядом с телом, показал: никотин не впитался в бумагу, а запах чернил был слишком ярким для вещей, пролежавших полвека. Даже медная копейка, упавшая из кармана, имела блестящую поверхность, а год выпуска снова 74-й, без следов коррозии. Дэвид обошел еще один боковой тоннель и обнаружил сдавленную в пыли пачку свежих батареек. С датой истекает срок через 5 лет после закрытия шахты. У Кэрол зафиксировался странный шум в рации, как будто кто-то пытался выйти на связь, но слова так и не сложились ни в одну фразу. В этот момент Том сделал последний круг по главной анфиладе шахты. На стене, где еще недавно ничего не было, едва проступила свежая царапина. Буква G с опущенной линией, повторяющая имя Гарольд. Это был уже 4-й знак, появившийся за сутки, хотя никто из исследователей к этому месту не подходил. Вся группа вновь сконцентрировалась вокруг тела Гарольда, сличая найденные предметы, даты и аномалии. Фиксировали каждую странную деталь. Теплый термос, свежие слои пыли, необычно холодный воздух, следы от ногтей на стенах. Том показал записную книжку с последней записью. «Жду». Строчка словно стала еще ярче за последние часы. Кэрол склонилась над телом, ловя последние запахи кофе и табака, все еще ощущавшихся спустя столько времени. В этом месте, на глубине нескольких десятков ярдов под землей, факт за фактом сбивались в неимоверную мозаику. Свежие следы, неизменные вещи, сигналы и незавершенные послания прошлого. Ответы оставались где-то между слоями угля, таились в холодном воздухе шахты, и, возможно, именно еще один шаг вперед смог бы раскрыть новую тайну, которая ждала свою минуту вот уже долгие 50 лет.